Друзья, приветствую вас, дневной обзор. Давайте рассмотрим, что происходит на рынке, какие тенденции и куда двигаются цены на активы. Рубль, доллар, евро, нефть и ключевые бумаги. Так, ну вот ЕЦБ сегодня немножко огорчил, я в Телеграме уже опубликовал. Он выступил с заявлением, что все предоставленные меры, они пойдут именно на спасение экономики, они шли и пойдут, что будет строгий контроль, в том числе финсостояния заемщиков и иных структур, которые получают финансовые инструменты, и что ни в коем случае не будет расширения парка зомби-компаний. Ну что такое зомби-компания? Это компания, которая у нее бизнес не функционирует. То есть в нее деньги вливают, а она не генерит ни выручку, ни прибыль, ни добавленную стоимость, ничего. И предоставление всех этих мер стимулирования, оно чревато как в Америке, так и в Европе тем, что разрастется парк вот этих зомби-компаний, экономика тогда вообще перестанет работать, и эти компании, они рано или поздно начнут сыпаться, это приведет к кризису сильнейшему, гиперинфляции и обвале вообще всей экономической системе. Тот момент, что ЕЦБ поднял этот вопрос и сказал, что вот мы хорошие, мы все делаем, такой проблемы нет, мы ее всячески избегаем, чур меня. С моей точки зрения это говорит о том, что уже как бы на подходе они осознают, какие процессы протекают на самом деле и к чему все это стимулирование в 2021 году вполне может привести. Как раз вся беда заключается в том, что компании перестанут функционировать в экономическом смысле, перестанут создавать прибавочную стоимость, выручку и прибыль, получив вот эти все денежные средства, и на этом экономика закончится. Подобные заявления от ЕЦБ, с моей точки зрения, это уже тревожный звонок. Так, друзья, давайте рассмотрим локально нефть. Что у нас здесь получается? У нас вот это восходящее движение. Немножко не добили, 51 не дошли. Сейчас на текущий момент есть попытка разворота. И эта попытка разворота наиболее вероятно будет реализована, если пойдет пробой 52-53 вот этого диапазона. Если такое происходит, начинается более глубокий откат, и цель движения составит вот сюда, вот в этот диапазон. Так, далее золото. Золото сыпанулось. Ну, в этом ничего страшного нет. Единственное то, что оно, скорее всего, в ближайшее время будет вот в этом диапазоне торговаться 1825-1830. Я думаю, вот на протяжении нескольких часов мы где-то здесь и будем находиться. В том случае, если движение вниз отсюда продолжается и происходит пробой 1818, в этой ситуации более глубокий откат пойдет 1811 и возможно 1800. Я думаю, на текущий момент стопы собрали, и здесь полагается ему куда-то сюда вот отскочить. Так, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм, но здесь у нас идет возвратное движение. Цель этого движения потестить 73.15. И здесь либо его пробить, и либо короткий задерг, либо движение на 73,3. Или же, если сейчас мы сюда приходим, и здесь начинается падение объемов торгов, то в этой ситуации будет отбой и движение с целью пробить 72,8. 72,8 сейчас ключевой уровень. Если он пробивается, то развивается движение, цель которого будет 72-72,2. Но сегодня с утра показывал статью, Саксо-банк на 65 прогнозирует доллар. Но я думаю, для того, чтобы доллар пошел на 65, надо, чтобы и нефть пошла тоже на 65. Далее евро-рубль, часовой таймфрейм. Евро-рубль у нас вопрос закрепления 88,8. Если мы сейчас в ближайший час-два не закрепляемся над 88,8, то у нас отсюда пойдет коррекционный откат на укрепление рубля. И цель этого отката будет движение на 88,5. Вот, если сейчас дотянемся и здесь начнем торговаться над 88,8, 3 восьмерки, счастливое число, то отсюда сразу возникнет импульс движения по факту закрепления. И цель этого импульса будет отработать 89,1. Вот сюда, вот в этот диапазон. Так, друзья, вот индекс доллара, смотрите, все находится под влиянием индекса доллара. Соответственно, индекс доллара это отражение движения мирового капитала, в какую сторону он течет. Сегодня это дневной таймфрейм. Мы сделали двойное донышко. Вот, и сейчас либо
мы начинаем торговаться под вот этим значением, которое мы перебили 90,45, то есть где-то здесь в этом объеме, либо если пойдет рост и мы закрепимся в районе 90,7 и 90,8, то отсюда вполне может быть развитие этого двойного дна. Первая цель движения будет 91,2, 91,3, и отсюда мы можем очень быстро сделать рывок на 91,87. То есть сейчас вопрос в том, будет или не будет пробитие вот этого двойного дна. Если смотреть часовой таймфрейм, то заявление ЕЦБ о том, что возможно образование зомби-компаний за стимулирующих мер, видимо, испугало евро, и сейчас идет попытка разворота. Но это шутка. На самом деле здесь невозможно бесконечно падать. Нужен какой-то хотя бы коррекционный отскок. Так, далее евро-доллар. Сейчас подошли к важному диапазону 1,2160, 1,2178. Вот этот диапазон сейчас, либо он будет сегодня в течение там 1-2-3 часов пробит и пойдет закрепление выше значения 1,2178, либо мы сейчас от текущего значения, либо из этого диапазона на фоне падающего объема скорректируемся и сходим. И вообще цель отсюда корректирующего отката — это сходить на 1,2110 или лучше даже на 1,2094, вот сюда, вот в этот диапазон. Вот. Если ключевые уровни дальнейшие не будут пробиты, то здесь по факту до набора позиций пойдет дальнейший рост. Так, далее фьючерс на индекс РТС. Здесь у нас сейчас идет вопрос, устоит, не устоит уровень 141 500, 141 300, вот этот диапазон. Если в результате отката этот диапазон пробивается, то развивается более сильный корректирующий откат. И цель этого отката — движение на 139 300, 139 200, вот сюда, вот к этому значению. Если пробоя здесь не будет, то по факту до набора позиций мы отсюда идем по возможности поближе к 150. Но это пойдет после пробоя 143 тысячи. Вот здесь нужно пробить, закрепиться, и тогда совсем немножко, чтобы отработать 150 уже осталось. Так, друзья, далее акции Сбербанка. Все как бы двойная вершина. Сейчас только вопрос в том, закрепимся или начинаем падать. Так, друзья, ну вот свершилось то, о чем я говорил, что по сути Сбербанк это будет компания, которая прокси вообще на всю Россию. То есть она будет в себя включать и финансовые, и нефинансовые секторы. То есть это будет некая такая скрепа, стержень, монолит, на который будет все нанизываться и крепиться. По сути сейчас все к этому идет. Вот и аналитики UBS подняли в 5 раз оценку нефинансовых сервисов Сбера. Подняли оценку по стоимости бумаги до 343 или даже 400 рублей за акцию. Только смущает, что все эти оценки, они идут, когда рынок уже на хаи задран просто безбожно и необходима какая-то корректировка. Но вот как раз сегодня, завтра, в ближайшие дни будет решаться вопрос, куда пойдет дальнейшее движение. Потому что все, двойную вершину переписали. Здесь либо сейчас будет консолидация и дальнейший рост, или в том случае, если пойдет коррекционный откат и будет пробитие 274, то у нас как бы отсюда уже развивается падеж. Первая цель — это 250, 252 и далее по списку. То есть сейчас все эти колебательные движения, они не должны пробить 274. Так, друзья, если рассматривать Сбербанк более локально, часовой таймфрейм, то вот этот волшебный рост, который уже в районе двойной вершины происходит, он продолжится, если не будет пробит диапазон, который находится вот здесь, 283,2, 281,4. Вот этот диапазон, если удерживается, то, соответственно, мы вот этот рост продолжаем и, возможно, идем на 300 и потом, как обещают аналитики, на 343. Но есть здесь один момент, который меня немножко напрягает. Он заключается в том, что вот такие движения, задерги, которые идут в первый час, они очень часто бывают, когда уже движение на рост, оно финализируется, вот-вот начнется сильнейший коррекционный откат. Поэтому, если рассматривать движение краткосрочное, то в том случае, если не будет пробит вот этот диапазон, то вероятно продолжение движения, и цель этого движения 287,5. Вот сюда вот сходить.
Если будет уход в этот диапазон, то скорее всего это приведет либо к длительной консолидации вот в этом диапазоне, или к начале коррекционного отката уже более серьезного, у которого конечная точка движения по дневному таймфрейму находится в районе 250-252. Так, друзья, далее Газпром. Но Газпром сегодня подошел к важному уровню, но его не пробил, он в районе 208 находится. Вот, соответственно, если он пробивает и закрепляется, то следующая цель движения будет 226 и потом движение на 260. Если ориентироваться на недельный таймфрейм, то здесь высока вероятность того, что движение с целью сходить на 252, оно достаточно вероятно, и набор позиций, который был на лоях, его, судя по всему, еще не раздали. Но здесь как бы есть три точки ближайшие. Первая — это закрепление 208,5, вторая цель движения 226, и потом, если все эти точки отторгованы, то будет движение на 252. Ну, 252, 255. Ну и потом уже будет, не будет переписывания локального хая. Но, конечно, у Газпрома не прослеживается такого светлого будущего, как у Сбербанка, но тем не менее его вполне по инерции могут тоже вытащить наверх. И текущий ход событий как раз на это указывает. Так, ну вот правда на дневочке пока здесь ничего такого впечатляющего нет. Попытка разворотную формацию сделать. Ну и вот часовик, мощнейшая раздача. На 205 раздали, там 205-206 была цель. Вот. Ну и текущий формат, ситуация, она во многом схожа со Сбером. Вот у нас здесь есть волшебный уровень давнишний, это 197,5. Вот. Соответственно, если этот уровень не пробивается в результате отката, то вот эта вся конструкция, она будет по факту небольших откатов приводить до набора позиций и дальнейшему росту с целью перебить 280,5 и здесь закрепиться. Так, далее ГМК, Норильский никель. Но судя по движению, наверное, Илон Маск начал скупать ГМК, и ГМК полетел в космос, как и другие компании Маска. Так, ну что здесь? Мы переписали исторический хай. В ближайшее время, если закрепление продолжится, то движение наверх, оно вполне может и до тридцатки дойти в самое ближайшее время. Но это опять же, если вот это закрепление здесь произойдет, если не будет обвала мировых рынков и если палладий не будет проседать. Так, ну вот судя по недельке, наиболее вероятный сценарий это то, что здесь будет проторговка до набор позиций. Так, ну вот дневной таймфрейм, он не такой оптимистичный, здесь вполне может быть коррекционный откат. Вопрос только в том, пробивает, не пробивает этот коррекционный откат 22 500. Вот 22 500 это здесь некий уровень, который если удерживается, если он не пробивается, то по факту до набора позиций будет формироваться дальнейший рост, дальнейшее движение наверх. Куда наверх? Ну, на ум приходят круглые цифры, там 27 500, 30 тысяч. Вот. Но текущая ситуация по многим бумагам указывает на то, что идет раздача на хаях. Так, далее часовой таймфрейм, но здесь фактически нарисовалась двойная вершинка такая небольшая. Вот, и поэтому если сейчас мы увидим повторное движение на 23 900, 23 850, вот сюда, вот в этот диапазон, то, соответственно, отсюда может развиться коррекционная дальнейшая просадка. Целью будет потестить 23 400. Но пока нет пробоя 22 500, вот эти все движения, они вполне могут быть коррекционными откатами и приводить к тому, что по факту до набора позиций будет продолжение роста. Когда произойдет разворот на рынке? Этого не знает никто. Здесь есть признаки того, что сегодня-завтра вполне может какой-то хороший коррекционный откат произойти. Потому что есть определенные признаки того, что бумаги сливают на хаях в очень больших объемах. Но с другой стороны, если деньги заходят, никакого отката не будет. То есть должно быть событие, которое инициирует сильный корректирующий откат, который уже назрел. Ну, такое событие на этой неделе может произойти, но что-то мне подсказывает, что там, наверное, все договорятся, все разрулят. И это наиболее вероятный сценарий, что на этой неделе, ну, максимум, что будет, это
волатильность на фоне ожидания решения ФРС. Опять же, сегодня решение выборщики должны озвучить. Есть, конечно, определенные риски того, что ситуация там не гладко будет развиваться. Но с точки зрения здравого смысла и диалектики, я не думаю, что там Трамп особо будет сильно противодействовать, кроме какого-то формального шума. Так что вот такое мое видение по основным инструментам. Спасибо за